Да нарастим сломанный ноготок и выполним очень интересный и простой градиент всего в один слой и сразу на всех пальцах. Ну, в нашем случае будет на 3, но можно делать и сразу на 10. Но для начала выполним снятие. У меня, как всегда, фреза от Biotech. И дальше любимый тальк, без которого не обходится ни один маникюр, тальк от торговой марки Domix. В работе у меня алмазные фрезы, все так же от Biotech, педикюрная капля с красно-синей насечкой, и заканчиваем процедуру пламенем с острым кончиком с красным пояском. Обрабатываем все, что нам нужно, и дальше можно будет переходить уже к подготовке ногтей. Этот товарищ у нас не выдержал, он сломался, ногти были очень сильно переношены, поэтому будем его донаращивать. Но сначала готовим пилочкой 180 грит в одну сторону, а дальше очистим все, что нам мешает, уберем всю пыль. И тут пока не спрашивайте, что за продукт, это у меня тест. Такая интересная голубая пенка, очень необычная штучка, но если все будет хорошо, совсем скоро я вам расскажу, что же это такое. После этого переходим к срезу. Тут, кстати, пробую выполнить срез, ну, типа как бы по-мокрому. Вот знаете, бывает, что по кератолитику или по ремуверу срезают. В общем, здесь примерно те же попытки. И хочу сказать, что вроде как бы кажется, что все достаточно чисто, но моя привычка делать все-таки все на сухую, она берет свое. Поэтому делаю вывод, что здесь на вкус и цвет, кому что больше нравится. А выполняем мастер-класс сегодня на материалах Moja и Nail Republic. Я наношу эластичную базу, выполняю из нее подложку. Это обязательно, чтобы не было никаких приключений с ногтями. Дальше у меня очень интересная жидкость. Это специальный флюид для работы с полигелем. Я, честно говоря, очень так пренебрежительно относилась к этим жидкостям и думала, да зачем они вообще нужны. Но оказалось, что особенность таких флюидов заключается в том, что они, например, не испаряются, в отличие от обезжиривателей или спирта. В общем, есть свои нюансы, особенно если кто много работает полигелем, то налили себе в маленькую емкость и спокойненько работайте. А еще не так часто приходится смачивать палочку апельсиновую. Я думаю, что это тоже плюс. Кстати, резкого запаха у него нет. А присушиваю я подложку с помощью фонарика. Это нужно для того, чтобы форма где-нибудь по дороге у нас не слетела. Подложку мы будем опиливать все той же пилочкой. Весь маникюр я выполняю только одной пилкой. У меня эта пилочка от Nippon Nippers на вспененной основе. После того, как форма меня устраивает, можно переходить к самой архитектуре. И здесь я использую гель от Nail Republic. У него очень красивый цвет и полупрозрачная такая текстура. Это, кстати, гель серии, который называется BB, ну, знаете, как тональные средства BB, кремы или крема. И особенность заключается в том, что они дают такую легкую тонировку, не очень плотную, но цвета безумно красивые. Там много в этой коллекции, все за один раз, знаете ли, не покажешь, но у меня есть полная распаковка на канале, поэтому ищите и смотрите. 2 ноготочка на этой руке мы покроем вот таким красивым зефирчатым оттенком, также от Moja. Он плотный, наносится в 2 тонких слоя, хотя, наверное, можно было разложить в один, но настроение было именно двуслойное у меня в этот день, поэтому показываю, как выкрашиваю. Кисточка легко раскрывается, все удобно. Труднодоступные места возле кутикулы я по классике докрашиваю тонкой кистью, хотя можно было сработать и в технике скошенной кисточки. Ну а дальше у нас будет сам градиент. У меня есть вот такая штука, это твердые гель-лаки, и их особенность заключается в том, что они плотно пигментированные, легко наносятся, и главное, что они никуда у вас не затекут. А это значит, что градиент я легко выполню сразу на всех пальцах, которые запланировала. В моем случае это 3. Мы присыпали акрилом первый слой, просушили, стряхнули все лишнее, и теперь будем наносить все наши цвета по очереди в тонкий слой и в стык. Тут я немного схитрила и замешала промежуточный оттенок. Я смешала тот, который более розовый, и самый верхний цвет, и получился как раз второй цвет между первым и третьим, что в принципе логично.
Кончик у нас будет совсем светлый. И я нанесла всего лишь один раз все цвета и сразу за один подход буду их смешивать. Кисточка для градиента и правильные пропорции, конечно, творят чудеса. Я смешала на 3 ногтях и пока еще не просушила, сразу докрасила зону возле кутикулы. И, в общем-то, на этом весь наш градиент уже готов. Вот видите, многие говорят, что это очень сложно, это очень долго, но на самом деле при правильном подборе материалов и знании техники, которая является очень простой, можно справиться достаточно быстро. Главный секретик — наносить очень-очень тонкие слои. Ну а закончим мы все сухим маслом. У меня это масло от Domex, и можно любоваться нашим результатом. Пишите в комментариях, как вам такой вид маникюра. Лично нам очень все понравилось.